с утра в работе. Я его взял на перевоспитание. Да. Сегодня будем работать, как всегда, от души. Так, позади меня находится гардеробная. Вот, сегодня мы здесь будем делать электропроводку, разводку. Везде подвод сделаем на выключатели, на розетки. И потом, скорее всего, помоем с керхера стены, прогрунтуем их и будем выставлять маячки и начинать штукатурить. Да, доделать эти черновые работы, чтобы уже начаться потом хорошей чистой работы. В общем, будет, как всегда, интересно вам, приятных просмотров, а мы погнали. Так, ну что, смотрим, что у нас тут, что получилось. Сегодня думал тут разогнаться, начать маячки выставлять, не тут-то было. Я совсем забыл. Это же у нас комната гардеробная, да? Вот. И здесь что у нас должно быть? Здесь должен основной стоять щит.
Вот, я думал, раз-два свет прокину, а нет, мне пришлось все эти провода вести, это еще не все. Вот я все уложил хорошо, так вот аккуратненько они лежат. Здесь щиток будет, это все, вот эти все пучки. Конечно, я все подписал, потому что у меня уже голова кругом. Что нужно знать, где что, где розетки, где куда, чего. Что-то дополнительно в ванну кинул, потому что светильники мы решили на стену повесить, еще штрабануть. Фу, вроде ничего не делал, хотя не знаю, опять же, электрика это так время занимает. Все день улетел, да? В общем, что я сделал, я не знаю, если что пропустил, вы подсказывайте. Мой прораб, как дела? Прораб, ну чё ты? Ты помнишь, все мы сделали, не? А? Прораб, Барьян. Так, что у нас получается? На гардеробную. Гардеробную, смотрите. На гардеробную выключатель будет здесь. Я вот еще провод не закрепил, у меня сверло сломалось. Надо будет в этот магазин поехать купить. Здесь раньше стена не должна была быть это, но сейчас она появилась. В общем, здесь раз мы включили, гардеробную пошли. Здесь коридор. Вот. Че, баряшка? Здесь санузел, ванна. Вот выключатель. Он будет вообще тройной, по-моему. Один будет трехклавишный. Один на светильнике, один на свет и один на вентиляцию. Вот. А может вентиляцию от света сделаю, посмотрим. Вот. Сейчас пока прокину. Потом дальше идем. Это, ну, это вся основная масса. Это со всех комнат, что к нам приходит. Здесь будет щиток. Вот, разгружать это все напряжение. Так, здесь будут шкафы, пенал. У нас здесь будет гладильная доска и складываться в шкаф, убираться. И здесь будет пылесос заряжаться. Здесь будет две розетки. Вот, потом дальше у нас что здесь? Здесь у нас стиральная машина и бойлер. И будет бойлер. Вот на них тоже отдельная розетка выведена. Это хорошо. Потом дальше здесь для гардеробной, где столик, будет еще розетки. Здесь больше я не оставлял. Ну, в принципе, больше не надо. Везде будут шкафы. Вот, шкафы. И это у нас комната, коридор, получается, прихожка с котельной. Что мы делали? Свет есть один раз. Это выключатель будет. Потом на улицу пошел 2. Здесь 3. На котельную отдельно 4. Потом розетки у меня под насосы циркуляции принудительной, да. 2 насоса будет, здесь будет 2 розетки есть. Потом что еще я сделал? Сюда дополнительно я вывел. Вот сюда розетку перед входом. Вот. И кабель. Кабель вот так я оставил, вывел. Ну, куда-то он пойдет по-любому. Здесь разводка дальше там на баню или еще что-то. Куда? А так вроде все закинул. Не знаю, может что-то пропустил. Единственное, я же говорю, сейчас подвод света. Сюда основной кабель. Ну, я ближний вот отсюда возьму. С этого щитка. Ну, чуток другой сделаю там. Вот отсюда на свет пойдет. Сейчас просто кабель. Ой, кабель. Сверло сломалось. Шестерка нужно будет поехать взять. Да? Не знаю, вроде все вывел. А? Бимыч, Димка, что ты думаешь? Все хватает? Мне уже голова кругом идет. Вот. Еще отдельно, что у меня остался, это кабель ТВ. Но я его планирую, думал, что его к щиту ввести. Вот, смысла его нету, что он там будет, вот этот лишний этот. На крышу потихоньку, аккуратненько я отверстие сделаю, туда кабель этот я выведу, там же и соединение, и пойдет он потом по крыше и куда там на тарелку, куда надо будет, все он пойдет. Так вроде все. Не знаю, сейчас поеду за сверлом и надо заканчивать. И стены начинать мыть. Начинать стены мыть, ну вроде все, наверное. Единственное, вывод, я не знаю, может мне еще сделать один сюда на улицу кинуть кабель. Ну это в дальнейшем на веранду или там на светильники. Хотя можно и сначала взять там оттуда, да, по сути. Самое важное я забыл, надо будет нам еще сделать заземление. Соответственно, на вводе у нас провод вот идет обычный, без заземления, без земли, то есть нужно будет дополнительно сделать землю и куда-то вывести. Вывести, я не знаю, либо туда ее
вот сзади дома сделать будет, чтобы, ну, и так и сильно не видно было ее. Потому что здесь некуда, тут везде бетон, мне некуда будет эти арматуры, штыри в землю забивать, поэтому, ну, это надо обязательно будет сделать. Так что есть чем заниматься. Так, чуток помыли стены с керхера, прям грязь хорошо, пыль вся поотлетала, мелкие частицы штукатурки, там где побелка была, тоже все отошло. Посмотрите, какие стены чистые, хорошие. Теперь их грунтануть, но судя по низу, да, сколько здесь всего хлама, шлака, вот, все-таки керхером эффективно мыть. Вот, смотрите, вот они, стены хорошие. Нет, еще есть, конечно, там какой-то определенный налет, грязь по-любому, да, но я имею в виду, сколько с нее слетело, сколько со стен. Вот, посмотрите, сколько мусора везде. Везде, вот он. Все, красота. Сейчас стены подсохнут, а они подсохнут быстро, потому что кирпич белый влагу себе берет немерено. Вот, не знаю, как получится. Если получится хорошо грунтануть, то нормально. Если нет, вообще самое оптимально плиточный клей, тоненький слой, потом гипсовая штукатурить, потому что кирпич белый, когда сильно берет влагу, штукатурка начинает трескаться. Это не есть хорошо. Это и есть плохо, и вообще как бы она теряет свои свойства. Не крепче она не будет становиться. Поэтому посмотрим, как пойдет. Тут еще посмотрим, что с уровнем, как стены играются, где-то что-то может подрубить надо будет. В общем, ладно, пускай здесь чуток подсыхает. Вот, и дальше продолжим. Так, все подсохло, все прекрасно. Сейчас мы вот этот мелкий мусор весь соберем, подметем и приступим к стенам. К стенам посмотрим, пробьем уровень и будем, наверное, выставлять маячки. По крайней мере, надо выставить на эту стену, на эту можно свободно выставлять и на эту стену. Позади стена еще, ну, в принципе, и здесь можно будет выставить тоже. Единственное, потом будет вот кабель завести, еще один у меня остался. А так, по сути, я уже все сюда завел, у меня уже тут все есть. Поэтому начнем. Как всегда, будет интересно. Прораб, ты готов? Красава, ты весь в раб. Красава. Ну все, если ты здесь, то работа будет. Погнали.
Друзья, сделаем маленькую паузу. Кстати, давно эти вещи я вам не показывал, да и вообще я их не показывал. Посылочки давно пришли, а вещи так и лежали. Кстати, кто-то интересовался в ванной, что-нибудь новенькое, может, купили. Да, ребят, мы кое-что купили. Это вот такой дозатор для жидкого мыла. Это керамика. Вот интересный, смотрите. Вот цвет не передает, классный вообще цвет. Вот этот бронза, по-моему, да, или как он называется. В общем, цвет вы поняли. Дозатор обычный, стандартный. Мыло заливается и все это дозируется. Вот такая идет к нему подставка. Тоже. Нет, это не подставка. А что это? Это под мыло. Ну, кстати, оно вот так тоже выглядит неплохо. Ну, хотите мыло, хотите вот так поставьте, как вашей душе угодно. Заказывали это мы все товары практически на Алиэкспресс. Кое-что есть на Wildberries. По-моему, на Алиэкспресс и остальное все есть. Да. Вот. Просто на Wildberries бывает так, что мы цены мониторим, бывает даже дешевле уходит, чем на Алиэкспрессе. В общем, это была первая такая маленькая позиция. Так, давай начнем со второй. Это с полочек. Это полочки, это золотые полочки. И, кстати, как вживую они выглядят, мы, в принципе, можем вставить. Вот такая вот красота. Это зад у нас получается. Это вот полки вот такие, смотрите. Цвет у них хороший. Они алюминиевые. Вот. В ванну крепятся они на... Ну, мы будем крепить их на самоклеющийся скотч двусторонний, скорее всего, потому что я не хочу делать отверстия. Можно крепить на анкера вот такие, да? Вот такие заглушечки. Но не хочу. Потом, ребята, не понравится нам. Или облезет, может быть, со временем что-то зацепим, ударим или где-то как-то. Мы просто еще не знаем. Мы их не тестировали, как они на воду себя покажут. Вот первый раз мы их заказали. Почему я заказала вот именно такие? Потому что было очень много отзывов именно на Алиэкспресс и от блогеров. Многие прям после года использования сказали, что они вообще не ржавеют. Для меня это был самый важный критерий, поэтому я именно их заказала. Они не бюджетные, но посмотрим, как себя поведут. Это что? Это снизу цепляется, чтобы там мочалку вешать. Крючки, да? Да? Там такая же еще? Да, там такая же. Ну, то не будем открывать, Да. Да? Так, ребят, следующая моделька, это мы уже заказались на Wildberries. На Wildberries это ёршик для туалета, он пластиковый, разборный, вот так он приходил. Ничего обычного, кроме вот этой штуки, да, вот этой емкости. Тяжеленная. Она просто. керамическая. Камень, я не знаю, может искусственный, может нет, но это камень. Он тяжелый, не знаю, как они это все сделали, все отшлифовали. Возможно, с чем-то он... Там написано, что камень. Натуральный камень, не знаю. Как вам, скажите, по-моему, неплохо. Весит ничего так эти. Прям вообще. В общем, ссылочку на Wildberries и на Алиэкспресс оставлю. Да. Так, потом что? Тоже, это, кстати, можно и на Алиэкспрессе купить, можно и купить на Wildberries. В общем, что за штука? Вот так она крепится к стене, смотрите, ребят, вот так крепится. Я видео вот сюда вставлю. Видео вставить. Сюда она вставляется таким образом. Вот так это, смотри, чуть выше покажи. Все красиво находится. Потом берем, вот так отгибаем. Но здесь получается губки. Губки, они уже пропитаны жидкостью. Вот. Вообще, не касаясь рук, мы берем. Ну, я видео вставлю, там будет показано, как что. Да, в общем, как. Вот здесь есть сейчас отверстие. Оно туда... вот, держать. Вот так берем. Раз, нажимаем, он одевается. Губочку снимали и начинаем мыть туалет, унитаз. Туалет, кафель можно. Все, помыли, угодно, все. Да. Даже руками не прикасаемся. Вот этой штукой классной помыли. Потом кнопочку джик нажали, губка отстегнулась, все, мы ее выкинули, утилизировали. Очень много отзывов. Утилизировали, да. Все, губки здесь, допустим, остаются. Вот. И потом опять так же. Раз воткнули, и он красиво висит. Кстати, на вид он очень приятный. Приятный, не вызывающий. Есть и в черном цвете. Да, классная штука. Вот так, и закончим мы вот таким контейнером. Смотрите, такой прелестный, классный, здоровский контейнер. Это у нас будет гардеробный под мусор. Это мы заказывали на Алиэкспрессе. Подальше, может, покажешь. Это у нас идет под дерево. Кстати, он подойдет под ламинат. Ой, под плитку. Ну, я же поэтому, да. Под плитку. Вот так он открывается. Здесь вот емкость такая, видите? Да, довольно-таки не маленькая. А пакет где одевать? А? Пакет сюда как это? Пакет легко, он снимается.
Сейчас. Ой. Все вот так снимается. Здесь пакет одевается, колечко вставляется. И сверху оно все спокойненько. Все. И там под свои какие-то маленькие эти вещи. Вот. Классная штука. Ножки вообще прикольные. Сделали. В общем, это были наши маленькие покупочки. Если что-то из этого вам понравилось, то обязательно напишите, да, что именно. Есть, конечно, много еще чего, ну и потом, не все сразу. Вот просто завалялось, хотели показать вам. Оно не завалялось, она ждет, когда в ванне, санузле и вообще везде закончится чистовой ремонт. И все, мы начнем расставлять вот такими классными штуками. У нас их очень много. Вы сами видели, сколько там еще декора, еще го-го-го. Вот. Ты весь белый, Зай. Я знаю, я там выставлял маяки. В общем, да, опять намусорил, опять убрал. В общем, пойдемте посмотрим. Прораб работает, молодца. Васюня купать буду, кстати. Скорее всего, да не скорее всего, да. Купать, чтобы там не чухались, не чесались, всяких там блошек не было. Да. Баряныч, братан. Так, что у нас? Очкам все готово, они есть. Вот, кое-где нужно будет еще подолбить, потому что когда я правилом пойду проходиться, кое-где еще, где будет цеплять, есть выступы, но основные уже убраты, потому что где окно прям было большой выступ. Но если это все оставлять, то слой опять у меня влетит, а так посмотрите, прям хорошо. Ну здесь, не знаю, сантиметр полтора. Кое-где прям меньше, но самый большой вот там. И то он незначительный. А так вообще прям хорошо. Вот смотрите, практически ноль. Пока не начал, пусть маяки схватятся, чтобы их не сбить. Вот, к примеру, вот видите, цепляет, да? Вот здесь надо будет. Вот эти места нужно будет пройтись, убрать. Внизу чуток подолбить. Вот. Ну ничего, зато экономия будет колоссальная на штукатурке. Вот, а так, в принципе, нормально получается. Эта стена готова. Вот, и эта стена тоже готова, все пролеты, и уже можно будет начинать штукатурить. Единственное, нужно будет, я же говорю, пролеты почистить, потом загрунтовать. Я не стал грунтовать, потому что сами видели, что пыль сколько летит. Вот, ну, как бы работа напрасно будет. Поэтому, хотя грунтовать ее очень хорошо надо. Все вот эти провода заштукатурятся, вот, стена тоже, потом я уже щиток поставлю и все вот это разведу. Все вот эти паутину, я сегодня был Человеком-пауком. И надо будет, кстати, трубу эту тоже, первую, вторую запенить, оттуда убрать, там все закрыть и зацементировать. Так что работа есть и немало. Ну что у нас на этом все, время быстро очень пролетело. Хотя прораб мне сильно помогал, но все же есть свои определенные сложности, да, потому что, знаете, как-то я не подрасчитал эту комнату, хотя эта комната, можно сказать, она такая как сказать, не легче санузла или гостиной, вот, которая вышла. Получается, что у нас два узла основных, это распределительный щит на весь дом, все электричество, все нагрузка, это у нас там стоит, это все нужно правильно распределить, правильно отвести, чтобы не было никакой нагрузки. Это очень важно, я считаю, в доме самое главное. Я же говорю, вот, и когда касается плане затрат, не нужно экономить на электропроводке, не нужно экономить на водопроводе, не нужно экономить на отоплении. Это самые важные вещи. Вот. Во всем остальном уже это вы же сами смотрите, там, чем вам штукатурить, гипсовая штукатурка или цементно-песчаная. Но я вам так скажу, сегодня, когда начал выставлять маячки, и моему счастью не было предела. Я когда вспомню, как я в ванне работал, вот это цементно-песчаное, все падало, рушилось и там прочее. А здесь гипсом работать одно удовольствие вообще. Да, возможно, он выходит в некотором случае дороже, но я постарался, убрал излишки стен и сделал так, чтобы слой был минимальный, да, и затраты были тоже, соответственно, минимальные. Но я вам так скажу, что гипсовой намного легче и проще работать. Во-первых, экологически она чище.
она светлее, вот. И вообще, в общем, нравится она мне. Ничего, я же говорю, с электропроводкой, отоплением спешить не надо, но нужно основательно все сделать и потом радоваться, что у нас везде будет свет, нигде не будет выбивать пробки или прочее подобное, там где-то не будет фонить, потому что сейчас нагрузка вот идет на дом вообще колоссальная, да? Особенно когда в одно время начинает стиральная машина, работать бойлер и еще, допустим, утюг, там прям розетка начинает прям тепленькая и фонить, я говорю, нагрузку. Если включить здесь дополнительно еще сплит-систему и еще что-нибудь, я думаю, что она загорится запросто там, вот. И не факт, что там щит-автомат где-то что-то отобьет. Вот. Поэтому лучше сделать, конечно, без фанатизма тоже, без фанатизма. Вот. Средненько, стандартненько, и все будет хорошо. Вот. Там не так уж много проводов, можно было еще, конечно, больше сделать, развести, но максимально я нагрузку развел. Основная нагрузка у меня приходится, это, конечно, в кухню-гостиную. Я думаю, я уверен, что все будет хорошо. Вот. Конечно, комната, я же говорю, опять затягивает по времени. Вы, наверное, думали, что уже раз и я ее уже оштукатурил. Ну, как говорится, ничего, как говорится. С ванной мы повозились, но мы ее победили. И эту комнату победим. В принципе, мы уже маячки на 2 стены выставили. Потихоньку мы двигаемся туда-сюда, я думаю, и уже там потихоньку к завершению пойдем. Там уже останутся полы. Вот. Единственное, я сейчас не знаю, что делать мне с заземлением. Я вчера начал смотреть ролики, читать специалистов. И так получается, что все специалисты свою теорию какую-то вот, выдвигают. Одни говорят, так надо, другие говорят, так не надо. Третьи говорят, хорошо, 4, 5, 10. В общем, в основном трудности в чем сложилось, это в выборе материала. Правильно, да, вот углубить в землю, сделать это заземление, вот, потому что они говорят, такой пойдет, третий говорят, такой пойдет, нужно измерение сделать. В общем, нужно будет эту тему обсудить, подумать, посмотреть, посоветоваться, говорится, с знающими людьми, вот, и прийти к нормальному мнению. Лучше один раз сделать и все, чтобы потом уже голова не болела. Просто не хочется делать что-то, что потом эффекта никакого не будет. Просто так силы потрачены не хочется. Вот. И маленькие вопросики были, я вам отвечу сразу, потому что некоторых прям это жутко, прям интересно, и что как, кого-то может быть где-то раздражает, и 5, 10. Так, начнем с маленького вопроса, это по поводу показа рекламы, то бишь в роликах, которые вы видите рекламу, которую можно пропустить, которую нельзя пропустить, в общем. Это мониторит робот вашу рекламу, потому что кто-то пишет, Федь, сегодня вообще не было рекламы, что такое, посмотри, я хочу видеть рекламу. Кто-то говорит, это реклама одна на одном, как я уже устал ее смотреть. Ребята, это не я распределяю вам рекламу, понимаете? Я могу ее в ролике 1000 засунуть, но не факт, что ее всю покажут, понимаете? Это алгоритм, это роботы, они сами выдвигают, показывать вам рекламу или не показывать рекламу. Кто-то говорит, у меня за весь ролик 2 рекламы вышло, кто-то говорит, у меня 5 вышло, кто-то говорит, у меня ее вообще нету. Поэтому, понимаете, здесь уже как бы это все дело в том, что нейросеть, YouTube, она управляет этой рекламой, и какую рекламу вам показывают. Поэтому здесь как бы, я не знаю, я не выбираю рекламу, понимаете, потому что реклама бывает, она разная, да. Как они сами ее там показывают вам, как вставляют, это уже здесь уже я ни при чем. Вот. Потом второй вопрос тоже насчет рекламы, но рекламы той, которая приходит нам на обзоры, ребята, потому что многие спрашивают, зачем вы столько покупаете, то-то покупаете, ребят. Есть определенные фирмы, да, которые пишут нам, готовы с нами сотрудничать, предлагают на свое сотрудничество, да. Почему нет, если оно нам приятно, оно нам полезно, вот каким-то образом, да. В чем плохого того, что я могу одеть всю свою семью, деток, супругу, себя и еще, допустим, также приятно сделать своим близким людям. Почему нет, что в этом плохого? Вот, тем более, очень многим вам нравятся наши показы и мод, и техники, которые приходят на обзоры. По крайней мере, большее число вас, вы всегда за, и вы как бы одобряете это, вы хвалите, что обзоры получаются хорошие, интересные, не нудные, приятно их смотреть, они легкие, они не занудные.
И я всегда стараюсь смотреть и делать так. У меня обычно идет мой стандартный ролик, моя работа, там какие-то разговоры и реклама у меня, ребята, идет всегда в конце ролика, Поэтому, если вы пришли сюда, чтобы посмотреть на ремонт или что-то еще, вы там увидели, да, то вы ее можете просто не смотреть, потому что реклама и все, у меня конец ролика. В конце остаются мои душевные люди, с кем я, как всегда, по душам разговариваю. Спасибо вам громадное за это. Вы знаете, о ком я говорю, да, вы всегда будете, остаетесь, да, самыми родными. Мы с вами, как говорится, на одной волне. Тут не нужно никому ничего объяснять, мы друг друга понимаем с полслова. Вот. Просто многие пишут, зачем ты им что-то объясняешь, зачем ты что-то говоришь. Ребят, ну, все-таки мы все люди, и мне хочется, чтобы все были, как говорится, с ответом, да, я хочу всем ответить. Как и в комментариях я стараюсь всем отвечать, вот так и вам. Вот. Это все стандартно, и вы, наверное, и у многих других блогеров видели, что эта реклама есть, как бы не все ее показывают. Вот, и тут как бы удивляться, сильно не нужно, что вот там про рекламу. Надеюсь, я дал свое краткое разъяснение, вам все всем понятно. Вот. Сегодня было как-то так, чуток сделали, потихонечку мы движемся, идем к своей цели, никуда не сворачиваемся. Твердо, маленькими шажочками, но уверенно мы идем, и к ним обязательно придем, ребята. На самом деле, я же говорю, самое интересное только начинается, да. Сделав ремонт, это одно сделав ремонт, потом расстановка мебели, это уже совсем будет другая история, Расставление, преображение, вот мы будем везде делать свой определенный декор, это уже совсем будет третья история, да, вот. И каждая она за собой будет брать какой-то отрезок времени, он будет, надеюсь, очень интересным. Как и для вас, так и для меня, но для нас точно будет это интересно преображать свой дом, потому что на первый взгляд просто кажется, что взять вот по сути спальню, да, сейчас поклеить обои, поставить кровать и все, на этом как бы если по сути, история закончилась. На самом деле нет, не все не так, конечно же, все начнется потом с декора, украшения, расстановка, все правильно, подбор штор, подбор света и тому подобное, чтобы все грамотно сочеталось. Осенью, если успею, я еще не знаю, хотелось бы, сейчас потому что в доме очень много дела, ребята, нет, сейчас, конечно же, и о хозяйстве, наверное, речи быть не может, но вчера я смотрел уже курочек, очень интересные породы есть, и мне очень понравилась как порода Брама. Брама, они такие классные, красивые, большие, прям такие мясистые. Вот, и вообще такие милые курочки, по-моему, если я не ошибаюсь, китайская шелковая, по-моему, она называется, но там вообще такие прям, Вот, на самом деле мы будем их не для декора заводить, в первую очередь нужно будет, чтобы яйценоскость у них была хорошая, чтобы они там не, знаете, через 10 дней по одному яйцу не несли, а что-то приносили тоже какую-то пользу семье, потому что их же нужно кормить, поить. Вот также, чтобы была мясная порода. Бройлеров не хотим, потому что, не знаю, как-то. Вот, поэтому, чуток попозже, возможно, там и еще кое-какую птицу заведем, и кролики, возможно, будут. Там уже вы скажете, где их держать, ничего, я вам покажу. Надо все правильно, грамотно распределить, как многие из вас писали в видео, да зачем тебе эти сотки, там, не знаю, десятки, двадцатки земли, у тебя и все и так прекрасно получается, огород есть, там все есть, там сад декоративный посадишь, невысокорослый, что тебе еще надо, баньку поставишь, бассейн будет, веранда будет, курочки будут, там все уместишь. На самом деле, если так все вот, правильно сделать, правильно рассчитать, все чик-чик-чик, на самом деле все можно вот так и сделать, будет компактно, красиво, доступно и функционально, на самом деле, главное. Вот. И я вот сам убедился, что огород громадный, он по сути не нужен. Да? На маленьких квадратах можно запросто выращивать помидоры, огурцы, зелень, вообще можно по-новому сажать. Там, было бы желание, да? Поэтому даже в маленькой небольшой теплице для нашей семьи, за глаза хватит. Вот, поэтому посмотрим, но все это остальное будет дальше, ребята, будет дальше. Просто вы многие спрашивают, будете ли вы заводить хозяйство или нет.
Я вам скажу, да, оно будет, оно будет. Все будет, но чуток попозже. Мы чуток отдохнем потом, после ремонта. Ну, денек-два, и начнем опять. В общем, мои дорогие, мои хорошие, спасибо вам громадное за просмотр. Спасибо, что вы просто остаетесь со мной, просто делитесь своими эмоциями, своими добрыми душевными словами. Я понимаю, что не у всех все бывает гладко, не все бывает в этой жизни прекрасно. Ваши слова, особенно когда вы говорите после просмотра твоих роликов, хочется жить, что-то делать, мотивироваться, творить. Это классно, это самое громадное вознаграждение ваше мне, поверьте, оно многого стоит. Это непередаваемо, это нужно чувствовать, понимать. Вот. Когда ты это от души воспринимаешь, к себе забираешь, поверьте, отдача просто немыслимая. Ты не можешь не отдавать, всю эту теплоту души вам. Я не могу, и я стараюсь вам ее давать, стараюсь и буду так, и будем и дальше. Мы всегда на позитиве, только на позитиве. Все будет хорошо, я с вами. Да, ты знаешь, о ком я тебе говорю, все у тебя будет хорошо. Как говорится, встал и пошел, и все будет у нас классно. Ребята, верьте в себя, не сдавайтесь, все будет хорошо. Мы живчики, поверьте, жить нужно, жизнь сама в кайф, это классно, мы должны еще многое увидеть, многое хорошего. Так что давайте будем оптимистами, как всегда, ребята, надолго не прощаюсь. Скоро мы обязательно с вами увидимся. Вам лишь я хочу сказать, берегите себя, будьте здоровы, пусть все у вас будет хорошо. От всей души, от меня, от всей моей семьи, от всех моих родных и близких. Я вам желаю всего самого хорошего. Ну все, всем счастливо, всем пока.